Долгожданный Redmi AX5 Wi-Fi 6 роутер с возможностями Mesh роутера на канале Технозон. Поехали. Слушайте, а он-то прозрачный, в том плане, что здесь очень классно сделано охлаждение. Привет, ребят, Технозон на связи. Такая штучка к нам попала сегодня на обзор, и вы знаете, в край неплохая штука. По крайней мере, я ее расцениваю лучше, чем AX1800, который мы видели, Xiaomi AX1800 башни, который мы тестировали ранее. Вот он мне действительно понравился больше. Оснащен он Qualcomm IPQ 6000 14-нанометровым процессором с отдельным NPU, 4 5-дБi антеннами, Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 2,4 ГГц, при этом с охренительными характеристиками скоростными. По крайней мере, на тестах мы из Wi-Fi смогли выжать больше 800 мегабит в пике. А в среднем через Magic iPerf нам показывал больше 700. То есть вы это все увидите. При этом здесь неплох 2,4 Wi-Fi. Он показывал до 170 мегабит на загрузку и 180 на выгрузку. Ну и, конечно же, здесь у нас WAN 1000 мегабитный и 3 LAN порта. Кроме того, данная штука уже получила одну из кастомных прошивок, которые, я думаю, которых будет много. Почему? Потому что цена у этого роутера крайне низкая. То есть в районе $50 вы можете взять Wi-Fi 6 роутеров, который может выступать в качестве Mesh роутера. То есть если вы купите таких роутеров 2-3 штуки, вы сможете построить бесшовную сеть с его возможностями Mesh-системы. На момент включения он уже получил обновление прошивки. Он не греется, он стабильно работает с неплохим покрытием. То есть мы, когда тестировали Kinetic, мы тестировали его покрытие через 2 гипсовых стены, металлическая дверь плюс 1 капитальная. И при этом у него было падение скоростных характеристик от 400 мегабит на загрузку до 80. Здесь примерно та же самая картина. То есть если брать конкретные тесты по спид-тесту. В принципе, ссылки на проверенного продавца лежат в описании под видео. Мы сейчас перейдем на Али, посмотрим, сколько за него просят. Перейдем на FOPD, посмотрим, что там уже на текущий момент есть для этого Redmi AX5. Ну а также подписываемся на наш канал, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши тесты. И, кстати, тесты мы проводим на 802.11ax устройствах, то есть с поддержкой, полноценной поддержкой Wi-Fi 6. Это смартфоны, ноутбуки, плюс у нас есть компьютер с поддержкой Wi-Fi 6, наш файловый сервер. И это максимально точные тесты. И плюс у нас есть 1000 мегабит в студии для того, чтобы максимально оценить данные роутеры. Поэтому именно на нашем канале вы можете найти обзоры современных роутеров в полных их возможностях. На Алиэкспрессе мы видим, что цена $44.74 на момент съемки. Ну, здесь очень много разной рекламной хрени, которую они показывают. Само собой, они обязаны показать процессор Qualcomm, они это любят. Из того, что они здесь нам еще заявились, 14 нанометров. Ну и, конечно же, они заявляются, что это очень классно. Ну, сами мы прекрасно понимаем, что Wi-Fi 6, он изначально очень хорошо сделан для Wi-Fi, для интернета вещей, для умного дома. Здесь как раз они показывают это в рекламных картинках. И прям 4 антенны каких-то суперовых. И WPA3, и MUM-IMO. Да, насчет MUM-IMO я вот очень сильно доволен, потому что у меня MUM-IMO устройство, и смартфон, и ноутбук, и тот же компьютеры, они все тоже, ну как их называют некоторые производители, Мумимо. Я серьезно общался с производителем, он говорит, это Мумимо. Хорошее название. Давайте посмотрим, что нам на FOPDA про него тут заряжают. Вот меня интересуют характеристики. Redmi AX оснащен чипом Qualcomm IPQ 6000, 14 нанометров процесс, 4 ядра Cortex A53 плюс независимый NPU, я об этом уже говорил. Протокол Wi-Fi 6, максимальная ширина полосы 80 МГц. Кстати, здесь нет 160 МГц, и это стоит держать в голове, скажем так, как памятку. То есть если в AX 3600 от Xiaomi там есть 160 МГц, там, конечно, скорость по Wi-Fi до 900 мегабит тулит, то это очень круто. Поддерживает 2 на 2 MIMO, двухдиапазонную параллельную беспроводную скорость до 1775 мегабит. Ну, это, конечно, вы написали, интересно. Оснащен 128 мегабайт ПЗУ, 256 мегабайт памяти. Оптимизирован для умного дома Xiaomi. А вот теперь давайте посмотрим стоковые прошивки. И есть у нас уже прошивки сторонние. Кстати, здесь есть ссылка на приложение Xiaomi Mi Wi-Fi. Она с ним работает, с этим Redmi роутером. И на текущий момент на нее есть Redmi AX5 JIKE AP.
прошивка именно для этого роутера. То есть это первая кастомная прошивка, которую я на нее вижу. Я думаю, что далеко не последняя. Давайте переходим на распаковочку. После распаковочки подключаем, уже тестируем. Очень интересно посмотреть на его скоростные характеристики. Поехали. Па-бам, па-бам, Wi-Fi Redmi AX5. Вот такой вот роутер. Очень много они здесь. Вот знаете, только китайцы любят писать вот такую всякую хрень в том плане, что они с чем-то сравнивают, теоретически какие-то скорости, ни о чем. Поэтому, ну, вообще коробку я здесь предлагаю не рассматривать. Ничего здесь интересного нет. Сразу вскрываем этот самый Redmi. Ну, видим, что у нас здесь есть поддержка Wi-Fi 6 вверху, понаписывали. Вот такой вот наш Redmi. Больше в коробке ничего нет. Патчкорда нет, за это минус. Итак, блок питания, как мы видим, без европейской вилки. Я заказал без переходника, у меня переходников полно. Это тоже 12 вольт 1 ампер, как у других роутеров такого формата. Да вообще, у других роутеров все точно так же. Смотрите сразу, каким оригинальным способом они решили бороться с охлаждением. Он просто-напросто прозрачный. В том плане, что вот они работают по принципу конвекции, охлаждение это работает. То есть снизу забирает, сверху отдает. Холодный воздух забрало, горячее отдало. Единственное, что напрягает здесь прикрепление на стену, каким образом здесь будет работать принцип конвекции, если он будет висеть вот таким вот образом, откуда что будет забирать. Но я не думаю, что это будет критично греться. Антенны у нас поворачиваются на 180 градусов вот влево-право и так на 90 градусов. То есть регулируемые антенны, достаточно крепко сидящие, плотно сидящие. Так. Спереди есть у нас всего лишь два индикатора System и Internet. И сзади у нас тоже практически ничего нет. А вот, вернее, снизу, сзади у нас есть 4 порта, 1 WAN и 3 LAN порта, разъем питания и RESZ. Больше вот действительно ничего нет. Как бы очень странно, ну да ладно, Redmi, будем пробовать тебя подключать, настраивать, тестировать твои скоростные характеристики. Поехали. Тесты наши начнем с обыкновенного спид-теста, именно с Wi-Fi 6. Мы напоминаем, что у нас Wi-Fi 6 ноутбук, Wi-Fi 6 смартфон, Wi-Fi 6 файл-сервер. Поехали. Мы, в принципе, уже тестировали его раньше. Я думаю, что эти результаты не будут сильно отличаться от тех, которые мы получали ранее. Мы видим, что на Wi-Fi 5 ГГц в протоколе 802.11ax это стабильные больше 400 мегабит. Мы сейчас это вот, кстати, у нас есть прошлые результаты 541 на 540. Это именно на Wi-Fi, на внешние сервера. В спид-тесте мы тестируем на внутренние сервера нашего провайдера. То есть мы оцениваем пропускную способность этого самого Redmi AX5 через Wi-Fi и через Magic iPerf мы тестируем максимальную пропускную, сугубо теоретическую. Смотрите, 472 на 479. Отличный результат, я считаю, учитывая то, что у него нет ширины канала 160 МГц. Поехали Magic iPerf на внешние сервера Wi-Fi 5 ГГц. И видим, что там 700, 700, 700, 800, 745, 796. Смотрим, это вот Redmi, у нас подключен именно Redmi 5 ГГц, 736 на 753. Охренительные результаты. Вот на самом деле, давайте еще один раз для чистоты эксперимента на 120, вернее на 60 потоков туда-обратно, то есть на загрузку и на выгрузку. 600, 700, 800, 774, 632, 596. Это даже не на внутренние сервера нашего провайдера 642. То есть в серии тестов это в среднем 600-700 мегабит Wi-Fi. Хорошо, идем на наш файл-сервер. Там у нас подключен немножечко другой адаптер. У нас там подключен Asus адаптер Wi-Fi 6. Он немножечко слабее, чем тот, который у нас в лэптопе. И тоже поехали на внутренние сервера нашего провайдера. То есть мы максимально большое количество устройств тестируем для того, чтобы понять, насколько это все правильно работает. Смотрим, он стартанул у нас 300, ну свыше 300 мегабит, он тоже показывает стабильного Wi-Fi, ну опустился 280. То есть он, во-первых, находится дальше, при этом намного дальше, это удаленное окно, и при этом еще и немножечко другой адаптер. И видим, тоже это все подбирается, на выгрузку немножко меньше. Но реальную картину мы увидим через Magic iPerf. Также мы сейчас с вами протестируем Wi-Fi to LAN. То есть Wi-Fi на кабель, какую скорость дает, Wi-Fi на Wi-Fi и Wi-Fi на внешний мир именно со смартфоном. Давайте поехали, тестируем через Magic iPerf на другом сетевом адаптере.
И видим там 300, 275, 254, 312. Ну, на Asus немножечко 369, 377, немножко подсдуло. 323 на 323. Хотя, если так вдуматься, да, такие цифры 300 мегабит на загрузку, на выгрузку на Wi-Fi, это, конечно, отличные результаты. Сейчас 372, 206, 280, 490, 194. Такое, знаете, среднее сейчас опять получится. 273 на 273. Хорошо, с этим мы согласны, мы провели. Теперь мы на удаленном сервере подключаем его к LAN. На свече я его сейчас включил LAN кабель. Все, мы видим, там LAN есть. Кстати, сразу же предлагаю протестировать LAN на внешние сервера и через спид-тест. Ну и там 797, 700, 717, 698, 730. Это честный гигабит. Просто сейчас рабочий день и выжать больше. Ну, разве что на этом моем лэптопе мы попробуем сейчас выжать немножечко больше через LAN RJ45. И дальше уже будем тестировать Wi-Fi to LAN. Переходим на мой лэптоп. Триалан, поехали. Ну и в принципе все подтверждается. 700 мегабит на загрузку, на другом компьютере, то есть 697, 90 и 600, 700 даже с чем-то на выгрузку. Ну, это шикарный результат. Я считаю, шикарный. Тот же самый тест Magic iPerf на внешний сервер через iPerf 3. Тоже через LAN RJ45. О, здесь больше показывает. 867, 835, 819, 826, 791, 801, 808. То есть, ну, суперово. Вопросов нет. К LAN у меня вопросов вообще нет. Сейчас я включу на удаленном нашем компе. Сейчас мы свернем эти окна. И на удаленном компе мы поднимем с вами сервер. Сейчас мы с вами на смартфоне тестируем через спид-тест и, конечно же, через Magic iPerf тоже мы должны протестировать с вами Wi-Fi 6. Мы используем OnePlus 8 с Wi-Fi 6 802.11ax модулем. Давайте, поехали. И он показывает в спид-тесте 450 мегабит на загрузку. Ну, я вам скажу, знаете, почему такие результаты показывают? Потому что у него не хватает потоков на загрузку и на выгрузку 774. То есть, если бы мы могли здесь настроить количество потоков, то тест был бы совсем другой. Но полную картину нам покажет Magic iPerf. Давайте здесь мы поднимем сервер и попробуем его пингануть именно из сети. Мы сейчас с вами на моем лэптопе. Давайте назначим. И поехали, смотрим на результаты тестов. 920 мегабит, 800, 700, 892, 824. Это результат на смартфоне. То есть у нас 760 на 750. Мы получили на Wi-Fi 6 смартфоне максимально возможную скорость. У нас там была в пике на 820 мегабит. Отличные скорости 650 на 650. То есть мы с вами понимаем, Wi-Fi to LAN у нас именно вот такой вот шикарный. Пробуем Wi-Fi to Wi-Fi. Это все, что касается именно 5 ГГц диапазона. Давайте отключаем, проверяем, чтобы он подключился именно к Redmi. Он к Redmi подключился и тестируем теоретическую возможность Wi-Fi to Wi-Fi внутри сети. Пробуем. 340, 336, 298. Это, кстати, нормально. Обычно Wi-Fi to Wi-Fi дает от 35 до 50% connection speed. Ну, так уж устроена технология. Это абсолютно на всех роутерах, на кинетиках. Wi-Fi to Wi-Fi будет резать как минимум в половину. И вот 333 мегабита в секунду внутри сети — это абсолютно отличный показатель. То есть 5 ГГц нас устраивает. И все здесь отлично работает. Ну, больше 300 спокойненько дубасит. Давайте сейчас попробуем с вами 2.4 диапазон. И уже будем с вами переходить, смотреть интерфейс и делать какие-то выводы. Но мне на текущий момент нравятся его скоростные характеристики, действительно неплохо работает. Сейчас мы с вами на смартфоне зайдем в 2.4 сеть и пропингуемся с вами на, скажем так, на LAN RJ45, тогда получим максимально возможную скорость этого самого 2.4 диапазона. Стартуем 2.4 ГГц на смартфоне. Так, ребят, не connected. Не connected 2.4. Давайте разбираться в настройке Wi-Fi. Что у нас происходит именно в 2.4 диапазоне. Давайте настроить. Шифрование, радиоканал автоматически 6, мощность максимум.
А вот такой у нас настроек здесь никаких таких нет. WPA3 есть вроде бы. Давайте попробуем WPA2 и отключим MU-MIMO. Переподключаемся к Redmi. Так, подключено без доступа. О, подключено. Вот это вот интересно. Без MU-MIMO он заработал. И показал отличные результаты. Почему так, непонятно. То есть, да, мы с вами имеем в 2.4 только у нас гибридное шифрование такое же, а в MU-MIMO он показал какую-то дичь. Давайте попробуем на ноутбуке такой же эксперимент провести. То есть мы не можем подключить с вами 2.4 нормально. Вернее, он не работает нормально. Вот, подождите, сейчас. Где наш Redmi 2.4, 5 ГГц вижу. Ага, есть Redmi. Подключено, вот теперь подключился. Давайте пробуем еще раз. Знаете, такой сугубо эксперимент такой на работоспособность функции. Да, 2.4 показывает здесь какие-то мега-супер результаты. В 140 мегабит на загрузку. Кстати, совмещены со смартфоном показывает. Но при отключенном MU-MIMO мы не смогли подключиться нормально без MU-MIMO. Сейчас включим его еще раз и проверим для чистоты эксперимента. Слушайте, ну мы здесь видим 140 на 180 на 190 даже в 2.4 диапазоне. Слушайте, ну круто. Давайте включаем обратно MU-MIMO, пробуем. Так, подключились к 2.4 обратно. Вы знаете, как, опять же, для чистоты эксперимента включимся на 5, потом включимся на 4, на 2.4 вернее. И вот опять та же самая картина. Вот проверка требований сети и все. Не знаю, вот сейчас на смартфоне запускаю. Блин, отлично работает. Либо у нас он не берет Connect при MU-MIMO, и такое тоже возможно. То есть вот мы сейчас попробуем переподключить на 5 ГГц, потом на 2.4 и посмотрим, как это будет работать. На 5 переподключено, на 2.4 пытаемся соединиться, подключено. Странно. Вот видите, у нас проверка требований интернета. Что-то они здесь перемудрили. Давайте с вами сейчас вот подключим на 2.4 ГГц. На 2.4 мы с вами пинганем немножечко сеть на LAN RJ45 через Magic iPerf. Именно выясним максимальные возможности именно этого самого 2.4 ГГц. Поехали. Проверяем. 249, 138, 192, 174, 179. Отличные результаты. Ну, в принципе, давайте мы немножечко похарактеризуем наш роутер. По скоростным характеристикам перейдем уже к самим возможностям интерфейса. В 5 ГГц это классные цифры. От 400 до 800 с мелочью мы получали скорость. При этом получали ее и на внешний мир, и с Wi-Fi на LAN. Допустим, мы скорость пропускали. Wi-Fi на Wi-Fi больше 300, где-то в среднем 330 мегабит. Сам по себе LAN RJ45 это чистая 1000, мы получали 700-800 мегабит. Плюс 2.4 это отличные результаты, около 170 мегабит на загрузку и 180 на выгрузку. И в целом мы очень сильно удовлетворены возможностями такого роутера в скоростных характеристиках. Насчет покрытия, ну это порядка 20 метров. При дальности нахождения роутера в 20 метрах через 2 гипсовых стены, одну капитальную, и у нас там металлическая дверь в одной из стен стоит, это около 80 мегабит, в 5 ГГц падает скорость от 60 до 80. Мы это тоже тестировали. В принципе, это сопоставимо с теми цифрами, которые мы получали на кинетике. На текущий момент мы с вами должны посмотреть, что у нас есть в настройках. Мы используем бесплатную версию надстройки Rumi Wi-Fi, которая переводит с 10-секундным ожиданием. Когда мне говорят, почему не переводить страницу с помощью Google переводчика, но дело в том, что у меня он его не переводит, ни при каком раскладе не хочет. Что-то не так. Мы видим с вами главное окно этого самого Redmi X5. Здесь мы видим 2.4 ГГц, 5 ГГц, видим количество подключенных устройств. На текущий момент это одно устройство. Прямо отсюда мы можем перейти в настройки быстрые 2.4, 5 ГГц, но можем перейти на саму вкладку настройки вверху. И выпадем в общее окно настройки роутера. Сразу видим возможность включения двойного Wi-Fi. Это значит, что у нас 2.4 и 5 ГГц будут объединены в одну сеть и переключаться в зависимости от силы сигнала. Я обычно это разделяю. У нас, допустим, 2.4 ГГц поддерживает шифрование от VPA до VPA3, вернее WPA до WPA3.
радиоканалы от 1 до 13 и мощность у нас максимальная. Ширину канала мы выбирать не можем. По крайней мере, вот если автоматически, давайте назначим, вот, только при выборе канала вручную мы можем с вами выбрать ширину канала, например, 40 МГц, либо 20 МГц, но мне это неудобно. При автоматическом выборе канала мы не можем выбрать ширину. Это вот, кстати, недоработки этих самых роутеров от Xiaomi, так не должно быть. В 5 ГГц тоже настроек максимум, автоматически канал назначен 161, от 36 до 165 канала. Поддерживает шифрование WPA, WPA2, WPA3 и различные их вариации. При выборе канала вручную вы можете выбирать ширину канала от 20 до 80 МГц. Я использую автоматическое. Все тесты проводились на автоматическое. Есть возможность включить 802.11ax протокол, либо выключить, и включить или выключить MU-MIMO. То есть это когда через разные антенны могут быть подключены разные устройства. Это оптимизирует, увеличивает скорость. В разделе интернет мы с вами видим информацию общую о типе соединения, в данном случае DHCP, IP-адрес, маску подсети, шлюз. Вы здесь можете управлять DHCP, то есть выбрать DNS автоматически, либо настройку DNS ручками. Скорость WAN-порта вы можете выбирать 100 или 1000, у меня стоит автоматически. MAC клонирование, вы можете здесь клонировать MAC, либо ввести его вообще вручную. Режим переключения, переключение между режимом маршрутизатора и повторителя. Это именно необходимо для того, чтобы создавать mesh-систему, то есть вы включили его в повторитель, где-то поставили в доме, это то, о чем я рассказывал, бесшовная сеть, mesh, здесь это все работает. И есть включение поддержки IPv6. В разделе безопасность, в принципе, в Xiaomi, вот этих вот Redmi, в Xiaomi, там раздел безопасности, он достаточно слабый и нет таких крутых штук, например, как у Kinetic. Но у нас есть с вами черный-белый список, есть у нас включение функции белого списка, будет автоматически добавлен фоновый контроль доступа и изменить пароль панели управления. Все, это вся безопасность, которая есть. В настройках локальной сети мы видим включение или выключение DHCP, плюс мы можем задать диапазон локальных IP-адресов. И в состоянии мы с вами видим обновление у нас вот есть, в принципе, можем выполнить обновление, здесь маленькое обновление, мы его выполним уже после обзора, но все тесты выполнялись, как он есть из коробки. Также у нас есть раздел «Дополнительно», где у нас можно ограничить скорость, сделать умное распределение QoS. Есть у нас DHCP IP присвоение, есть у нас DDNS. Перенаправление портов, то есть фактически обыкновенная переадресация. Есть у нас раздел VPN, но вы сами понимаете, какой в Xiaomi и в Redmi VPN. И в разделе другое вы можете получить доступ к UPnP статусу. Больше ничего в данном роутере нет вообще. То есть это все настройки, которые у него есть. Вы, конечно, можете загрузить приложение на смартфон, но у нас нет цели рассматривать приложение, потому что оно очень элементарное. Основные настройки здесь, и то они очень сильно урезаны. Но, в принципе, по своим скоростным характеристикам он крайне неплох. Переходим и резюмируем данный роутер. Ну что, резюме вас, наверное, немножечко удивит. Почему прошла неделя со съемки этого выпуска про AX5, и мы, знаете, первый раз мы поставили потом на тесты, на жесткие, под определенные условия и дубасили этот роутер неделю. И что я могу сказать? Что мы действительно можем его рекомендовать, особенно учитывая его скоростные характеристики, цену и, конечно же, задел на Wi-Fi 6 и поддержку mesh-систем. Так что я считаю, что AX5 заслуживает нашего внимания. Ссылки в описании под видео. Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные и правдивые видосы. Ну а с вами был Bubble на канале Технозон и AX5 Wi-Fi роутер от Redmi. Пока, ребят.